Давайте теперь посмотрим на несколько других работ Занто и попробуем расположить их не по хронологии, не по музеям, а как бы по тематике. Мифологические, аллегории, исторические или псевдоисторические, религиозные, ну и прочее. Ну и начнем давайте с мифологических. А по дороге, как всегда, будем обсуждать эти мифы, истории, аллегории. Вот эта тарелка из Victoria and Albert Museum в Лондоне из какого-то сервиза, созданного предположительно для семьи Скворцони из Феррары. Это вроде бы их герб. Сервиз, должно быть, был очень большой. Занто создал его между 1531 и 1932 годами. До нас дошло 8 тарелок, все на мифологические темы. Это смерть Пирама. Мы обсуждали когда-то историю Пирама и Фисбы в связи вот с этой шкатулкой у Брияки. Это в серии фильмов об искусстве резьбы по кости. Это снова из Овидия, миф очень популярный с древних времен. Скорее всего, фабулу Ромео и Джульетты Шекспир из этого мифа и взял. А история там такая. Двое влюбленных встречались тайно, поскольку их родители были против. Однажды они договорились встретиться где-то за городом у шелковичного дерева. Фисба пришла туда первой и увидела львицу, которая только что растерзала какую-то добычу. Девушка в ужасе убежала, львица сытая была, но потеряла при этом свой шарф, на который львица набросилась и его растерзала и покрыла кровью. Предыдущей жертвы, естественно. Но пришедший чуть позже Пирам, узнав окровавленное покрывало своей возлюбленной и увидев вдали лениво удаляющуюся львицу, пришел в ужас и бросился на меч. Вернувшись на место встречи, Фисба увидела умирающего Пирама и закололась его же мечом. Их кровь осталась на шелковице, у которой с тех пор появились белые и кроваво-красные ягоды. Да, я помню, я во время того фильма еще рассказывал, что у нас в Днепропетровске в детстве были во дворе два шелковичных дерева, одно с белыми, другое с темными ягодами. И вся детвора, человек, наверное, 20, на них все лето и паслась. Вот эту историю Занто на тарелке и рассказывает. Здесь, как мы видим, 3 сцены. Слева Фисба убегает от львицы, теряя синее покрывало. На него натыкается Пирам, на нем же и бросается на свой меч. Как раз в тот момент, когда Фисба уже без покрывала возвращается на место встречи. Замечательный зантовский пейзаж вдали. И вся вещь смотрится очень динамично. Вот интересная тарелка. И мы знакомы с этим мифом тоже. Аполлон и Дафна. Пересказывать я его не буду, все знают. Но называется эта тарелка Аполлон, Дафна и Купидон. Почему Купидон? Да потому что он здесь главное действующее лицо, он все затеял. Дело в том, что однажды, увидев, как Купидон играется с луком, Аполлон на него накричал: «Ты что, мол, мальчишка, это мужское оружие, детям нельзя с ним играть». Купидон обиделся и из своего лука послал 2 стрелы. Одну стрелу любви с золотым наконечником в Аполлона, а другую со свинцовым наконечником стрелу отвращения в Дафну.
Вот поэтому-то так все и случилось. Он к ней, а она от него. Обидно. Аккуратней надо с детьми-то. Ну да, а вот что это за герб в центре, который на веревочке держит вот этот путто? Какой-то странный, всякое мы видели, но чернокожих на гербах еще не было. Это очень интересно. В один из последних приездов мы жили неподалеку вот от этого здания, и я больше месяца ходил мимо чуть не каждый день, практически его не замечая. Ну, потому что Флоренция, там каждый дом, каждый угол, каждый... Ну, я не знаю, это Флоренция. А это, оказывается, Палаццо Пуччи. И этот дворец перестраивал Буонталенти, о котором мы говорили в предыдущих фильмах, и как раз вскоре после того времени, которое мы описываем. Пуччи – это очень известная семья, причем известная, если не с XI, то уж точно с XIII века. А вообще их корни восходят чуть ли не к семье Юлиев, тех самых Юлиев-Клавдиев, которые дали Риму 5 императоров. За время своей истории Пуччи дали Флоренции 23 приора и 8 гонфолоньеров справедливости, то есть как бы премьер-министров. Были в этой семье и епископы, и несколько кардиналов. Между прочим, был уже и в наше время один представитель семьи Пуччи, очень знаменит. Он был одним из ведущих в мире кутюрье. Да и его дочь Лаудомия тоже очень известна. Ну вот, Пуччи были гвельфами, поэтому после битвы при Монтаперти в 1260-м были из Флоренции изгнаны, вернулись после поражения гибеллинов и были стойкими соратниками Медичи, одними из тех, на кого Медичи всегда могли положиться. Искусством Пуччи интересовались сиздавна. Они финансировали и купили центральную капеллу в Санта-Сантиссимо-Аннунциата, фантастическая церковь, до которой мы когда-нибудь доберемся в этих фильмах. Они же помогли построить знаменитый портик в Санта-Сантиссимо-Аннунциата с фресками Андреа дель Сарто. Они заказали вот эту знаменитую картину у Полайоло, сейчас она в Национальной галерее в Лондоне. Это для одного из Пуччи Лоренцо Великолепный заказал у Боттичелли цикл из 4 картин, одна из которых в Уффици и 3 в Прадо. Интересно, что на одной из этих картин впервые показано использование вилки за столом, поскольку считается, что именно Пуччи изобрели этот прибор. Ну ладно, хорошо, замечательно. Почему герб такой? А потому что Пуччи – это вроде бы, так сказать, приемная фамилия, вторая. А оригинальная фамилия этой семьи была Сарацин. И вот непонятно, то ли у них был черный предок, то ли это знак того, что один из их предков участвовал в крестовых походах, трудно сказать. Нет единого мнения и по поводу 3 «Т» на бандане. По одной теории это молоточки, поскольку главным занятием семьи когда-то было столярное дело. По другой теории это девиз семьи «Темпоре, темпора, темпера». Время излечивает все. А почему я так подробно рассказываю о Пуччи? Потому что именно один из них, Пьеро Мария Пуччи, заказал Занто, самый большой сервиз, который когда-либо был сделан в Майолике. С работами из этого сервиза мы будем часто встречаться. А у этой тарелки интересная судьба. Мы уже говорили об этом человеке.
Альфред Израиль Принцгейм был математиком, насколько я понимаю, он занимался теорией чисел, и коллекционером. Немецкий еврей, он жил в Мюнхене, и в 1938 его коллекция майолики была конфискована эсэсовцами. Они отправили ее в Лондон на аукцион Сотбис, но ему за это разрешили эмигрировать в Швейцарию. Там он и умер в 1941. После войны его наследники получили какую-то компенсацию. Сейчас эта тарелка, повторяю, в Метрополитен в Нью-Йорке. Есть в Эгейском море остров Делос или Дилос. Островок маленький, но с ним многое связано в греческой истории. Там проходили знаменитые праздники Дионисия, там же какое-то время находился самый крупный рынок рабов. И этот остров был священным для Аполлона, потому что он там родился вместе со своей сестрой Артемидой. Мы уже говорили о том, что их мать, Лето, была одной из возлюбленных Зевса. Гера, жена Зевса, стала ее преследовать, поэтому Лето не могла нигде разродиться и с трудом нашла себе какой-то клочок земли, который Посейдон своим трезубцем вырвал из дна морского. Вот это и был остров Делос. Ну вот, и когда у Аполлона родился сын, которого он очень любил, естественно, он сделал этого сына, которого звали Аний, царем Делоса. У Ания было несколько сыновей или один, и 3 дочери или 4, в зависимости от источника. Овидий считает, что 4. Ну вот, прадед этих дочерей, Дионис, наделил их даром превращать что угодно в вино, масло и хлеб. Ну, просто евангельская история какая-то. Теперь, собираются греки на Троянскую войну, проплывают мимо Делоса, и Аниус говорит им: «Мне видение было. Победите вы, конечно, но только через 10 лет. Поэтому почему бы вам не погостить у меня лет 9, а мои дочери вас будут тут кормить и поить. Они умеют». Агамемнон, услышав это, настолько, так сказать, впечатлился, что сказал: «Нет, я лучше твоих дочерей с собой возьму. Пусть они в походе моих воинов кормят и поят». Дочерям Ания этого не хотелось, да и Анию тоже. «Ну что это, я к вам по-хорошему, а вы у меня дочерей забирать. Так хорошие мальчики не поступают». В общем, дочери обратились к Дионису, своему прадеду, с просьбой защитить их, и тот превратил всех 3 или 4 в голубей. Вот этот момент и отразил Занто на одной из своих тарелок. Там еще много всего происходило на Делосе. Там остановился на своем пути из горящей Трои в будущий Рим Эней, поскольку его отец был дружен с Анием. Но это уже за пределами нашей истории. Давайте посмотрим на эту тарелку. Прежде всего, мы видим, что она тоже из сервиза Пуччи. Только здесь их герб держит не путто, а сухая ветка такого полуживого дерева. Довольно рискованная затея со стороны мастера. Клиенту могло не понравиться, что их герб вот-вот слетит с еле держащей его сухой ветви. Тем более, что эта картинка занимает всю центральную часть тарелки. Ну, понятно, если ее используют для еды, то основные фигуры, Аний и дочери, должны находиться где-то сбоку. Еще интересно, Занто показывает здесь
ионический ордер на пилястре. Но, ионические ордера появились в архитектуре веков через 6 после Троянской войны, то есть после описываемых событий. Во времена же Троянской войны существовали только дорические ордера. Ну и да, мы видим, что дочерей здесь 4, как раз по Овидию. Ну вот, собственно, и все, что я хотел сказать об этой тарелке. Она описывает один из немногих некровавых древнегреческих мифов. Следующая не такова. Когда-то Афродита, ну или Венера, опять же, в зависимости от нашей географии, встречалась с одним из своих возлюбленных, Аресом, и их застал не вовремя появившийся бог солнца Гелиос, ну или Аполлон, который вечно на своей колеснице шляет, ну, в общем, вы поняли. Недолго думая, он побежал к мужу Афродиты, Гефесту или Вулкану. Я все время перемещаюсь из Греции в Рим и обратно. И сообщил ему о прелюбодеянии жены. Афродита на него немножко обиделась и решила наказать негодника довольно интересным образом. Она влюбила его в вавилонскую принцессу Леокотоэ. Гелиос, по примеру Зевса, для того, чтобы проникнуть к Леокотое, прикинулся ее матерью и, подойдя к ее комнате, отослал служанок, а затем, оставшись наедине с принцессой, ею овладел. Вот тут-то все и началось, потому что сестра принцессы была влюблена в Гелиоса и немедленно побежала к отцу. «Ах, вот ты думаешь, твоя дочечка вот такая, а она вот какая!» Этот самый отец, человек горячего нрава, приказал похоронить дочь живой. Как раз эту сцену Занто показывает на своей тарелке. В общем, мало того, что греческие мифы безнравственны, они еще и безжалостны. Правда, мы знаем, что нельзя судить людей одной эпохи согласно этике эпохи другой. Это просто неверно и бессмысленно. Ну вот, Гелиос пытался свою возлюбленную спасти, но не успел, и тогда, безутешный, он окропил ее своими лучами и превратил в дерево ароматическое, а ее сестру, Ябеду, заставил следить за ним постоянно целый день, превратив в гелиотроп, цветы которого так за солнцем все время и следуют. Историю об этом рассказывает, естественно, Овидий в «Метаморфозах», но другие источники ссылаются на нее тоже. И, между прочим, похожая идея лежит в основе замечательного фильма «Atonement», созданного вот по этой книге. Ну вот, а в остальном это типичная тарелка для Занто. Замечательный пейзаж на заднем плане, продолжающийся в углублении в центре тарелки. Ну и ужасная сцена на переднем плане. Молодой человек буквально лопатой закапывает девушку, а ее отец, безжалостный король, со своими, так сказать, приближенными, просто на это смотрит. Единственный, кому принцессу жалко, это Путто, который пытается ее укрыть. Это не единственная тарелка Занто на эту тему. Вот еще одна в Эрмитаже. Она, на мой взгляд, менее интересна, поэтому мы не будем ее рассматривать. Здесь могильщик, так сказать, слева, дерево, в которое превращена принцесса, в центре, ну и у царя не корона, а такое что-то вроде тюрбана на голове.
Вот, собственно, и все про эту работу в Эрмитаже. Кратенько вот об этой тарелке, уж больно динамично. 20 лет назад, гуляя по Люксембургскому саду в Париже, мы с супругой натолкнулись на такую скульптурную группу. Это Полифем, Ацис и Галатея. Мы уже обсуждали миф об одноглазом Полифеме, который застал свою жену по одной версии, по другой она ему отказала, потому что любила Ациса. Как бы то ни было, Полифем Галатею с Ацисом застал. Рассвирепев, он оторвал скалу от Этны и швырнул в Ациса, убив его. Эту сцену показывает Занто, и вот очень интересно, мы видим, что скала от огромного вулкана только что, так сказать, покинула руки Полифема, вот ровно в этот момент он не успел еще положение тела сменить. И скала эта летит в Ациса, который пытается от нее увернуться, тщетно. Едва успевшая запахнуться, Галатея в ужасе отвернулась. Путто пытается каким-то образом бороться с Полифемом, направив на него огнемет. В общем, очень динамичная тарелка, и даже облака, которые были, видимо, либо добавлены, либо отлакированы в Губбио, в мастерской Андреоли, принимают форму такого снаряда, летящего по направлению к Полифему. Ну вот, неутешная Галатея собрала кровь возлюбленного и превратила ее в реку, которая течет непосредственно из-под Этны, рядом с которой все это и происходило. Ведь Полифем на вершине Этны и сидит вот там слева вверху. Ну вот, эта тарелка была частью сервиза, который Занто создал для Якопо Пезаро, епископа, командующего папским флотом во время войны с Оттоманской империей. Папой тогда был Александр VI Борджа. Следующую тарелку я показываю исключительно из-за вот этих игр с огнем, таких же, как мы только что видели. Там история такая. Геро была жрицей Афродиты, а Леандр ее полюбил. И, как это ты, жрица богини любви, а сама, в общем, уговорил. Любовь их продолжалась все лето, да, а жили они на противоположных берегах Дарданелл. Она в Сестосе, он в Абидосе. Рядом, но через пролив. И Леандр к Геру все время плавал. А потом пришла зима, штормы. И вот в одну страшную ночь, в тревоге ожидающая возлюбленного Геро, увидела под своим окном бездыханное тело Леандра, выброшенное на берег штормом. Естественно, а как же еще? Она немедленно выбросилась из окна своей башни. Их тела обнаружили на одном берегу. Причем здесь эти факелы я не очень хорошо понимаю, для того, чтобы осветить ей происходящее. Да, и эта тарелка тоже побывала у Андреоли в Губбио. Музыка, которую исполняет замечательный Давид Ойстрах, это фонтан Аритузы польского композитора Кароля Шимановского. А вот и сам фонтан, такой скорее прудик. В одном из предыдущих фильмов я уже показывал эту свою фотографию из Сиракузы на Сицилии с такими вот рыбками,
И это, надо сказать, очень популярное место. В чем там дело? Аретуза была прекрасной нимфой, так же, как и несчастная Каллисто, о которой мы уже говорили. Аретуза была одной из девушек в услужении у Дианы, ну или Артемиды, в зависимости от нашей географии, Рим или Греция. И один раз во время купания увидел ее речной бог Алфей, захотел ею овладеть, погнался за ней. Она долго убегала, скрываясь то там, то сям, ведь ей вовсе не хотелось повторить судьбу Каллисто. Наконец Диана или Артемида позволила ей спрятаться под землей, но и там Алфей ее преследовал. Наконец она обратилась к Церере, ну или Деметре, сообщив ей, кстати, что она видела ее дочь Персифону, когда была под землей, в царстве Гадеса, а мы помним, что Персифона или Прозерпина была похищена, и неутешная Деметра долго ее искала. Ну и в конце концов из-под земли Аретуза вышла именно здесь и превратилась в этот фонтан. И так спаслась от Алфея. Фонтан Дианы, кстати, расположен буквально в 100 метрах от фонтана Аретузы в Сиракузах. На Сицилии, между прочим, до сих пор ходит легенда о том, что если бросить деревянный сосуд в реку Алфея в Греции, то он выплывет вот в этом фонтане на Сицилии. В общем, знакомая история. Конечно, это Овидий, конечно, это греческие мифы. А почему я обо всем рассказываю? Да потому что вот эта очень необычная, на мой взгляд, тарелка, которую создал Занто, как раз об этом мифе и рассказывает. Она тоже из коллекции Прингсхейма. Я сказал, что тарелка необычная, потому что такой гаммы мы у Занто еще не видели. Вот этот глубокий темно-бордово-коричневый, может быть, это намек на пребывание Аретузы под землей. И вообще она очень контрастна, эта тарелка. Здесь много темного, да, но еще и вот этот золотой. Хотя Метрополитен-музей этого не указывает, но такое впечатление, что она побывала в Губбио у Андреоли. Вот из-за необычной гаммы мне и захотелось ее показать. И вот еще одна необычная тарелка. История здесь нам уже давно знакома. Геракл, который был, собственно, сыном Зевса, там такая тяжелая история. Зевс пришел к Алкмене, прикинувшись ее мужем Амфитрионом. И пока Зевс у Алкмены находился, солнце 3 дня не всходило. Или 9, по другим источникам. Но потом явился и муж, и в результате Алкмена родила близнецов, одного от мужа, другого от Зевса. Вот этот Зевсов сын и был Гераклом. Зевс обманом заставил свою жену Геру вскармливать Геракла, но Геракл Геру укусил, та его отбросила, и это именно от капель ее молока возник Млечный Путь. Естественно, она затаила некую злобу, причем не только на Зевса, это понятно, но и на ребенка, и преследовала Геракла всю жизнь. В один прекрасный момент она наслала безумие на Геракла, и он в таком состоянии убил своего друга. Жутко по этому поводу переживал, и тогда Дельфийский оракул посоветовал ему пойти на 3 года или на год по разным версиям служить Амфале, лидийской царице. Там над ним всячески издевались, одевали в женские одежды, заставляли прясть шерсть
со служанками. В общем, он стал несколько женоподобен. Тем не менее, они с Амфалой полюбили друг друга, и у них даже появился сын. Поэтому Амфала отпустила Геракла из этого рабства раньше времени. Ну так вот, на этой тарелке Занто показывает Геракла на службе у Амфалы. Эта тарелка показалась мне необычной из-за вот этого ободка, такого типичного, например, для Никола де Урбино, но абсолютно нетипичного для Занто. И еще вот этот пейзаж, который проходит сквозь всю тарелку, как за ободком, так и внутри его. И этот пейзаж замечательно детализирован. Надпись внизу «Любовь побеждает все». Это строка из Вергилия. Тема «Геракл у Амфалы» весьма популярна. Вот, например, это тоже Геркулес и Амфала. Понятно почему. У мужчины в руках прялка, его чресла обернуты львиной шкурой, а ведь первым подвигом Геракла была победа над немейским львом. Так что это явно Геркулес и Амфала, тем более, что фигура Геракла ровно та же, что и на предыдущей тарелке, которую мы только что видели. Я не стал бы показывать эту тарелку, хотя она великолепно выполнена. Но здесь есть одна деталь. Надпись на донышке какая-то странная. Написано «Геркулес и Дeianira». Дeianira была третьей, последней женой Геракла и родила ему нескольких сыновей, но вот прясть она его не заставляла. Поэтому музей считает, что надпись неправильная и сделана каким-то помощником Занто, который не знал, что там на самом деле написано. Мне это кажется странным. Что, этот ассистент и с мифом был незнаком? И Занто не проверил, что там его ассистент написал? Как-то мне в это слабо верится. Может быть, надпись позднейшая? Она действительно неряшлива и не похожа на почерк Занто. Хотя там в конце надписи такая «Y», по которой часто идентифицируют работы Занто. Тогда почему эта тарелка оставалась неподписанной? В общем, не все ясно с этой тарелкой. Как и вот с этой. Я думаю, что это тоже Геркулес и Амфала, потому что у мужчины в руке букет цветов, ровно таких же, что и в веночке в руках у Путто. Мы знаем, что Геркулеса у Амфалы заставляли заниматься женской работой. Ну, например, может быть, цветочки собирать. Единственное, что можно сказать более или менее достоверно про эту тарелку, это то, что она принадлежала к сервизу, сделанному для семейства Скворцони из Феррары. Это вроде бы их герб. Все более или менее ясно вот с этой тарелкой, тоже о Геракле. Как мы видим, она принадлежит к сервизу Пуччи, а история там такая. Был некий кентавр, Нессус, который промышлял тем, что перевозил путников через реку за умеренную плату. И однажды предложил свои услуги Гераклу, который переправлялся через реку с женой Дeianирой и сыном. Геракл говорит: ну хорошо, я перенесу сына, а ты, значит, перевези Дeianиру. Все хорошо, но только Дeianира была молода и хороша собой, Несс в нее влюбился и попытался овладеть ею непосредственно во время переправы, ну или на берегу по разным источникам. Тема в искусстве весьма популярная. Естественно, Геракл такого безобразия не стерпел, пустил стрелу, Несса убил, но тот умер не сразу. Пока
Геракл сам переправлялся через реку, Нессус успел нашептать Дeiанире: «Моя кровь волшебная, приворотная, пропитай ею мой хитон, и если покажется тебе, что Геракл смотрит на какую-то другую красавицу, накинь на него этот хитон, вечно твой будет». Нессус знал, что кровь его действительно волшебная, только отравленная. Это яд. Но люди так доверчивы. Ну вот, через некоторое время Дeiанира Геракла приревновала. Вспомнив про хитон Несса, она послала хитон мужу с его другом Лихосом. Тот принес хитон Гераклу. «Вот тебе тут жена послала прикрыться от холода. Заботливая она у тебя такая». Геракл хитон Несса на себя накинул, и тот тут же стал его так жечь своим ядом. Да, а Дeiанира в это время пролила каплю крови Нессовой на пол и увидела, что кровь эта задымилась и испарилась. Дeiанира тут же поняла, что это яд. «Ах, что я наделала!» Послала другого гонца к Гераклу предупредить мужа. Однако было поздно. Геракл в муках умер, но до этого успел, рассвирепев, схватить Лихоса и зашвырнуть его в море. Но не будем переживать за Геракла, он умер не совсем, а понарошку. Боги его, так сказать, оживили, превратили в полубога, и он еще успел жениться на 4-й жене – Гебе. Ну вот, эта тарелка Занто как раз и показывает момент зашвыривания Лихоса в море. Точнее, два момента – зашвыривание и погружение. Тарелка подписана, причем на этот раз никаких сомнений. Есть еще тарелки Занто с Геркулесом. Они из коллекции Михаила Петровича Боткина, о котором мы упоминали. И этот человек, как и его коллекция, заслуживают некоторого разговора. Но, наверное, уже после перерыва. Продолжение следует.